Весы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш таро-прогноз на апрель 2024 года. Анализируем ситуацию, предстоящие события и планируем месяц совместно. Подумайте о том, что вы себе наметили на этот месяц, какие планы хотели осуществить, а мы проанализируем, удастся ли вам это исполнить. Итак, основные энергии месяца: работа, финансы, здоровье, личная жизнь, а также рекомендации от карт. Сейчас сделаем выкладку, чтобы вам было хорошо все видно, и приступим. Итак, общие энергии месяца. Как мы видим, у вас здесь ложится туз мечей. Туз мечей — это карта аналитики, карта принятия важных решений, решений каких-то острых вопросов. И в целом это ситуация, когда приходят интересные мысли, идеи, решения, нестандартный подход. Почему нестандартный? Потому что, смотрите, не зря здесь изображена вот эта вот раковина закрученная, да? Вот есть идея, мысль, концепция, но вы не знали, допустим, ранее, как ее реализовать или извлечь. И вот теперь есть ключ в ваших руках. Как сказать, открыть для себя эту возможность. Безусловно, этот аркан может звучать в разных сферах жизни. Мы сейчас с вами посмотрим, в чем именно. И здесь по двойке жезлов это как поиск каких-либо альтернатив. У вас весь мир в ваших руках. Это говорит о том, что вы будете для себя искать нечто лучшее. В плане работы, бизнеса, реализации. Потому что туз мечей, как правило, у нас интеллектуальная деятельность, это решение бюрократических проблем, даже если это какие-то суды, решения судебных практик. То есть искать альтернативу, может быть, иных специалистов, которые помогут вам решить этот вопрос. Или искать способ, как решить ту либо иную проблему. Опять же, если это вопрос операционного лечения, операционного вмешательства, то здесь, как показывают эти арканы, это искать для себя, может быть, альтернативную методику. Можно ли избежать, можно ли решить это каким-то другим путем. Опять же, искать там лучшие клиники, лучших специалистов. Эти карты — это для себя найти лучшую возможность решения любого вопроса или ситуации. Работа. По двойке монет это, видите, здесь лавировать, балансировать в нестандартной, нестабильной ситуации. По сути, может быть работа и какая-то подработка, или работа и хобби. Кто-то может быть совмещать два вида деятельности. В любом случае это балансировать ради обретения стабильности, потому что это знак лемнискаты, он все равно зависает в воздухе и показывает, знаете, как устойчивое положение. То есть вы здесь контролируете процесс. Посмотрим, как эта карта прозвучит для каждого из вас. Смотрим в первую очередь для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Здесь двойка монет и аркан башня. Это в первую очередь позитив заключается в том, что идет изменение вашего образа мышления. Почему я говорю именно в таком ключе? Обратите внимание, десятка мечей. Приходит понимание или осознание, что многие проблемы, неустойки или неудачи в вашей жизни заключаются именно в образе вашего мышления. Я не говорю, что вы не являетесь негативными людьми. Нет, речь не об этом. Десятка мечей — это установки, блоки, которые вы сами себе сделали. То есть и от этого сами страдаете. Это то, что приводит вас к разочарованию, к мигрени. И если смотреть по этим арканам, то, знаете, к ситуации упущенных шансов. С точки зрения деятельности. Что такое двойка монет и башня? Это могут, и поскольку здесь десятка мечей на дне колоды, здесь нет пока постоянной работы, здесь могут быть какой-то разовый проект, разовая подработка. Ну, к примеру, вы работаете на дому, там, пишете курсовую или в чем-то помогаете, или если для вас это приемлемо, может быть, вы кому-то помогли там с уборкой территории, вам за это заплатили. То есть в любом случае это, как, знаете, как лавировать в этой ситуации, искать для себя все возможные пути и менять установки в своей голове. Потому что если смотреть по этим картам, тип мышления, который требует коррекции для того, чтобы улучшить качество своей жизни. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является соискателем, что здесь? Паж мечей. Двойка монет и паж мечей указывают на ситуацию, что вы здесь будете получать новые объемы, базу знаний. Это какие-то курсы, вебинары, семинары. Здесь пока нет трудоустройства. Это искать себе нишу, где вы хотели бы или могли себя раскрыть, реализовать. И, знаете, как накопительство опыта. Плюс сбор и обработка информации о предприятиях, о работодателях. То есть где лучше, где вам будет комфортнее, какие риски. То есть быть подкованными в этих вопросах для того, чтобы сделать впоследствии правильный выбор. Если вы у нас наемный сотрудник,
Двойка монет и аркан мир. Ну, во-первых, это может быть ситуация прорыва. Прорыва в каком ключе? Вас могут перевести в иной филиал с перспективой повышения, или вы можете одновременно в рамках предприятия курировать две должности, две деятельности, две вакансии. Опять же, у вас могут готовить к переходу с одной вакансии на другую. Вот одна карта вторит второй. То есть вы, допустим, исполняете текущие обязанности и можете быть исполняющим обязанности вышестоящего лица, да, как совмещать две должности, два вида деятельности, то есть готовиться к развитию, к новым перспективам. Если вы владеете собственным делом, так, здесь у нас ложится девятка жезлов. Двойка монет и девятка жезлов, это по сути, вот не зря здесь изображены вот эти вот насечки, да, которые, как сколько вы, так сказать, наступали на одни и те же грабли. Это посмотреть, какие ошибки вы допустили, почему вы их допустили, анализировать, то есть и как от этого закрыться, как от этого избавиться, как исправить ситуацию. То есть это по сути анализ ваших действий для того, чтобы их скорректировать и в дальнейшем будущем избавиться от этих огрех или этих проблем, искоренить эти ситуации. Посмотрим с вами финансовую сторону вопроса. Шестерка мечей. С одной стороны, видите, легкость, потому что карта якоря – это не то, что нет стабильности, это ситуация, когда вы можете улучшить финансовую составляющую. Это получение денежных переводов. Это ситуация, когда вы можете, знаете, как тратить деньги на путешествия, на поездки. Тем более одну колоду у вас здесь ложится король чаш. Да, именно король. Я понимаю, что многих может здесь сбивать с толку женская ипостась. Но вот еще как траты на какие-то приятные вещи, на поездки, на переезды. Плюс финансовая помощь или поддержка или от мужчины водной стихии, рак, скорпион или рыбы, или от кровных родственников, от близких вам людей. То, что касается состояния здоровья. Но не зря я вам сказала, что все проблемы заключаются в вашем ментале, в вашей голове. Вот здесь, как мы видим, ложится двойка мечей. Вот, знаете, как эти синички, которые в вашей голове сделали себе гнездо. Это ситуация, когда вы себя съедаете какими-то мыслями изнутри, но ничего с этим не делаете. То есть вам сложно решиться на какие-то действия. Легче, знаете, как закрывать глаза или пока отказаться от ситуации, вместо того, чтобы ее решать. Но я могу сказать, что здесь, если смотреть в целом, двойка мечей, обратить внимание в обязательном порядке на вопросы зрения, на вопросы внутричерепного давления. И если у вас есть действительно мигрени, причем продолжительный период, то здесь желательно обратиться к врачу и сделать МРТ сосудов головного мозга, потому что могут быть пережаты сосуды или закупорка сосудов, то есть с этим нужно быть внимательными. Личная жизнь. Рыцарь жезлов. Карта скорости, карта прорыва, напора, страсти, влечения, потому что данный аркан, как мы видим, да, увлекает за собой. То есть быстрые, резкие перемены. Как правило, перемены такого благостного характера. Но посмотрим, как будет по факту. Итак, для тех, кто на данном этапе у нас свободен, что у вас здесь? Для тех, кто свободен, здесь у нас ложится десятка чаш. Это обретение партнерства, обретение союза. Причем знакомство может быть как в поездке, так и, допустим, на расстоянии. Но это как раз, знаете, найти свою отдушину, найти своего человека после затяжного периода, не могу сказать одиночества, но состояние, когда вы были свободны. Для тех, кто у нас в любовных треугольниках. Рыцарь жезлов и аркан влюбленные. Это пробуждение страсти, это открытость эмоций, это накал страстей и ситуация сближения. У кого-то может быть даже, знаете, уже как ситуация, когда вы определяетесь с выбором, принимаете ключевое важное для вас решение и определяетесь, с кем вы хотите остаться в партнерстве. Если вы в стабильных союзах. Рыцарь жезлов и карта отшельника. О чем она говорит? Здесь будут увлечение и страсть, но не к вашему партнеру или партнерше, а к каким-либо знаниям, к вашему делу, хобби, какому-то увлечению, из-за которого вам захочется закрыться, уединиться и больше времени, внимания посвящать вот этому уединению, своей какой-то задаче. То, что вас увлекает, манит, знаете, вот отдать всего себя или всю себя, потому что вы видите в этом перспективы. Поэтому рыцарь жезлов, здесь могут быть проявления ревности, здесь могут быть, я не могу сказать, что проявления вспышки гнева, ярости, но могут быть какие-то непонимания на почве ревности и нехватки внимания с вашей стороны. Совет и рекомендация: у вас здесь ложится прекрасный аркан,
потому что у нас это 7 чаш, это карта исполнения мечты. Дотянись до мечты, верь в себя, исполни свое желание. Опять же, это определиться с возможностями, чего вы хотите, к чему вы стремитесь и как вы собираетесь этого достичь, что немаловажно, потому что мало знать, чего вы хотите, нужно еще понимать, как вы этого будете достигать. Смотрим с вами неожиданность периода, что у вас здесь. Ох, какие у вас здесь арканы, очень интересные. У вас падает карта оракула, зеркало, обман и одиночество. О чем говорит эта ситуация? Когда, я не могу сказать, что у вас здесь какое-то предательство или обман по отношению к вам. Это вы можете в чем-то зеркалить вашего партнера или партнершу, то есть зеркалить ситуацию. Потому что карта обмана и одиночества – это осознанно уходить в одиночество для занятия любимым делом, каким-то увлечением. И скрывать вашу истинную потребность. И скрывать, что, допустим, не то чтобы вам сейчас не актуален партнер или партнерша, но что на повестке дня у вас стоят более увлекательные занятия. Если здесь риск измены, но как мы видим по этим картам, этой ситуации здесь нет, поэтому опасаться вам здесь нечего. Но еще такой момент. Если в рамках этого периода вы будете рассчитывать на чью-то помощь, я не говорю про помощь материального характера, как действие или как подсказка, как содействие в каких-то вопросах, то, наверное, не стоит. Почему? Потому что зеркало, обман и карта одиночества – это ситуация, когда кто-то вам пообещает, но не сдержит свое обещание. В чем-то отзеркалит вашу позицию или ваше отношение к этому человеку. Ну, то есть, иными словами, здесь не рассчитывайте на чужую поддержку, рассчитывайте на свои собственные силы. И тогда вы сможете избежать каких-либо неприятных моментов. В любом случае, мы вам все закрываем в положительном, в позитивном ключе. Пусть действительно вас радует этот месяц. Пусть принесет много положительных эмоций. Свершение вашей мечты, ваших надежд, исполнение желаний. Пусть действительно порадует вас самыми замечательными событиями. Вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, дайте знать, как отыгрывается, звучит информация, как она с вами резонирует и какие перемены в вашей жизни произошли за данный период. Буду вам признательна за энергообмен. С вами не прощаюсь. До новых встреч.